Посмотрите, какой у нас красивый получился пирог, просто праздничный. Я оставила его охладиться на ночь, и появились вот эти слезы ангела. Я уже делала такой творожный пирог, оставлю вам ссылку. Он и называется «Слезы ангела». Всем большой привет, дорогие мои зрители! Сегодня я предлагаю приготовить очень вкусный пирог с ягодами и меренгой. Беру 110 граммов мягкого сливочного масла, добавляю сюда щепотку соли, 5 граммов ванильного сахара, это чайная ложка, 2 столовые ложки обычного сахара. Взбиваем где-то 2 минуты. 3 яйца я разделила на белки и желтки, и теперь добавляю сюда желтки по одному. Здесь у меня 200 граммов муки, добавляю половину чайной ложки разрыхлителя. Перемешаю немного, чтобы разрыхлитель распределился по муке. Добавляем муку. И замешиваем тесто. Удобнее будет переложить все тесто на поверхность, чтобы вам показать. Долго мы его с вами не вымешиваем, просто объединяем в единый ком. Чем меньше вымешиваем, тем рассыпчатее будет тесто. Если тесто у вас получилось слишком липкое, то добавьте еще немножко муки. Раскатываем его. Форма у меня диаметром 20 сантиметров. Перекладываем тесто в форму. Если оно немного рвется, ничего страшного. Сейчас мы все здесь поправим, расправим, укладываем в форму. Эти неровные края можно немножко подровнять. Если вы видите, что у вас где-то много теста на стенке, а где-то есть пробел, то просто берете, перекладываете тесто и залепливаете его там, где его мало. Тесто готово, поставим его пока в холодильник, а сами займемся ягодной начинкой. Здесь у меня 400 граммов замороженных ягод, можно взять свежие. Добавляем сахар по вкусу, я добавлю 2 столовые ложки. Кстати, если вы хотите, чтобы тесто было более сладким, добавьте туда 3 столовые ложки сахара. Ставим ягоды на огонь и дожидаемся, пока они пустят сироп. Ягоды у нас растаяли, но ни в коем случае не доводите их до кипения, они должны быть слегка теплые, иначе крахмал у нас схватится. Добавляю 1 столовую ложку кукурузного крахмала и хорошенько перемешиваю. Вот если будет масса слишком горячей, то крахмал у нас возьмется комочками и нам не удастся его перемешать. А если масса холодная, то без проблем мы сможем перемешать. После того, как мы добавили крахмал, провариваем ягоды до закипания и потом еще 1 минуту. Вот такая густая масса у нас получается. Если брать в граммах, то я добавила 20 граммов кукурузного крахмала на 400 граммов ягод. Смотрите, не берите слишком сочные ягоды или увеличите количество крахмала. Допустим, если берете малину или клубнику, то берите 25-30 граммов крахмала, чтобы у вас была вот такая густая начинка. Духовку прогреваем до температуры 190 градусов и запекаем нашу основу 10-12 минут. Если у вас есть специальная крупа для запекания, те, кто имеет, те знают, то выстилаем пергаментом, сверху засыпаем рис, горох, все, что у вас есть, и выпекаем 10-12 минут. Это нужно для того, чтобы стенки у нас не слишком сильно осунулись. Я этого не буду делать, и вы посмотрите, как у меня получится без этого приспособления. Через 12 минут выкладываем ягодную начинку, разравниваем равномерно и будем выпекать еще 10 минут. Нам нужно, чтобы начинка слегка подсохла, чтобы не было слишком сочным у нас, не потекла. Тоже при 190 градусах, верхний и нижний нагрев без конвекции. И пока у нас запекается тесто вместе с ягодами, взбиваем меренгу. В оставшиеся 3 белка добавляю щепотку соли, чайная ложка ванильного сахара. Начинаем взбивать на средних оборотах, постепенно добавляя 5 столовых ложек сахара. Потом вы можете увеличить скорость миксера, взбиваем до пышных устойчивых пиков. И выкладываем сверху безе. Можно выложить при помощи кулинарного шприца, сделать красивые узоры. Заходим на бортики. Это нужно для того, чтобы у нас безе не отошло от теста. Хочу напомнить, что ягоды запекались вместе с тестом 10 минут.
Теперь выкладываю меренгу и еще 10 минут при температуре 190 градусов. Ложкой делаем вот такие узоры, как клювики. В принципе, можете сделать абсолютно любые, но мне нравится, когда вот такая нарядная верхушка. Посмотрите, какой у нас красивый получился пирог, просто праздничный. Я оставила его охладиться на ночь, и появились вот эти слезы ангела. Я уже делала такой творожный пирог, оставлю вам ссылку. Он и называется слезы ангела. Но вы не обязательно должны оставлять его на ночь, можно кушать где-то через час. Дайте ему просто остыть, чтобы начинка схватилась. Отрезаю кусочек. Посмотрите, какой роскошный, красивенный пирог с ягодами и безе у нас получился. Ну что ж, давайте пробовать. Это просто нереально. Тонкое, нежное песочное тесто, кисло-сладкая, насыщенная ягодная начинка и нежнейшее безе сверху. Обязательно готовьте, это нереально вкусно. Я с вами прощаюсь, всем пока, до новых вкусных рецептов.